6000 рублей. За эти деньги вы можете купить себе старенький зеркальный фотоаппарат на вторичке. Вы даже можете поискать простенький китовый комплект вроде Nikon D40, Pentax K100D, который мы ранее рассматривали. Но за эти деньги вы никогда не купите себе зеркалку с объективом от Carl Zeiss. А это значит, что вы никогда не сможете превзойти Sony R1. Я приветствую вас на канале Полный Кадр. Давайте снимать. Sony R1 называют псевдозеркальным фотоаппаратом. Он похож на зеркалку или даже на беззеркалку, но ни тем, ни другим не является. Его основные особенности. APS-C SMOS матрица на 10 мегапикселей. Матрица здесь немного меньше, чем у классических современных зеркалок. Кроп-фактор 1,67. Несменный объектив от Carl Zeiss. Фокусные, давайте я сразу обозначу в эквиваленте. Это от 24 до 120 мм в пересчете на полный кадр. И максимальная диафрагма здесь от 2,8 на, соответственно, 24 мм до 4,8 на 120 мм. Конструкция объектива: 12 линз в 10 группах, 4 асферических элемента. Sony R1 внешне не похож на современные зеркальные или беззеркальные камеры. Скорее он напоминает модульные фотоаппараты, ну вроде того же Hasselblad A6D. У Sony R1 имеется вот такой вот поворотный экран. Его можно расположить так, что при съемке мы будем смотреть на него вертикально вниз. По сути, это еще одна отсылка к среднеформатным, но уже не цифровым, а пленочным камерам. Видоискатель здесь у нас, конечно же, электронный. Его разрешение 235 тысяч точек. Чтобы вы понимали, современные камеры имеют разрешение видоискателей электронных на 5 миллионов точек. А если мы берем, например, самые новые камеры вроде Sony A7S III, то там вообще 9 миллионов точек. Соответственно, разница, конечно же, колоссальная. 235 тысяч точек, 9 миллионов. Что касается экранчика. 134 тысячи пикселей при диагонали 2 дюйма. Современные мониторы у того же Canon, то есть у современных беззеркальных Canon EOS-R, EOS-R5 и других, 2 миллиона пикселей при диагонали 3 дюйма. Соответственно, в этом плане камера тоже будет устаревшей. Sony R1 начали производить в 2005 году, а в 2006 производство уже свернули, то есть камера выходила очень непродолжительный промежуток времени. На момент выхода она стоила $1000. Сегодня вы ее можете купить за 6-7 тысяч рублей. Давайте поближе на органы управления посмотрим. Они отличаются от того, что вы можете увидеть на современных камерах. Ну, есть, конечно, какие-то стандартные элементы, вроде такого колеса PSAM, но многие элементы расположены в непривычных местах. Так, кнопка просмотра изображения расположена справа от видоискателя. Кнопка переключения фокуса выглядит как некий рычажок. Обычно так рычажок выглядит включение камеры, но здесь этот рычажок отвечает за переключение между автоматическим, мануальным фокусом и переключением на фокусировку макро. Также интересен момент с картами. Здесь у нас, по сути, двойной слот под карты памяти, но это не то же самое, что вы можете в камерах нашего времени увидеть, потому что здесь, по сути, мы переключаемся между форматом CF и Memory Stick соневским. Абсолютно неудобный формат, который в некоторых устройствах, тем не менее, используется, в том числе и в этой камере. Соответственно, вы можете выбирать либо снимать на карту CF, как делаю я, либо где-то найти memory stick и снимать на нее. Нельзя снимать параллельно на две карты. Нельзя писать сначала на одну карту, потом, чтобы переполнение писалось на вторую, как это происходит в современных тушках. Давайте поближе на объектив посмотрим. Он у нас тут несъемной конструкции, но тем не менее он напоминает чем-то китовые объективы на зеркальных и беззеркальных камерах. Зум тут у нас управляется в ручном режиме, то есть в отличие от многих современных зумов, тут у нас не электронное управление, а вы ручками сами выбираете фокусное расстояние. Крутится довольно приятно, довольно упругий поворот кольца. Кольцо фокусировки здесь также имеется для особых любителей. Лично я им не пользуюсь. Что касается бленда, она у нас идет в комплекте. Сам объектив имеет резьбу под светофильтр 67 мм, что также очень удобно. Я лично использую часто этот фотоаппарат с поляризационным фильтром. И найти 67 мм фильтр довольно просто, и стоит он разумных денег. Внизу камеры тут нет ничего особо примечательного. Штативная площадка,
достаточно крепкая, надо сказать. А также аккумуляторный отсек. Аккумуляторы NP-FM50 от Sony. Неудобно их заряжать, потому что нету нормального зарядного устройства в комплекте. Идет какой-то здоровенный кабель с здоровенным блоком питания, который нужно втыкать в саму камеру, а так, чтобы было компактное зарядное устройство, куда можно воткнуть этот аккумулятор, в комплекте такого нету. На этой камере я стараюсь снимать в основном через экран, мне так почему-то удобней. Конечно, один из главных недостатков этой камеры и в чем она уступает именно зеркальным своим собратьям, это в скорости работы, в скорости фокусировки, в скорости съемки. Все это, конечно, связано с тем, что начинка здесь полностью электронная, отсутствует тоже зеркало, которое упрощает жизнь, особенно в плане скорости фокусировки, потому что фазовая система автофокуса, которая установлена на том же Nikon D40, Canon 500D, Canon 450D, она гораздо шустрее отрабатывает. Также там быстрее сохраняются снимки, которые вы получаете. Здесь сохранение достаточно долгое, когда вы снимаете в режиме RAW. Тем не менее, если вы фотограф, который ведет неспешную съемку, это, соответственно, фотосъемка портретов любительских, это фотосъемка пейзажей, это какая-то архитектурная съемка. Когда вам не нужно куда-то бежать, когда вы можете поставить камеру на штатив и спокойно снимать, то этот вариант все равно лучше, чем тот же Nikon D40, чем Canon 500D. Конечно, если вам нужна более динамичная съемка, вы снимаете детей, животных, то вообще надо купить Nikon D5 и не париться. 1300 он, наверное, сейчас стоит. Но если серьезно, более серьезно говорить, то, конечно, зеркальная камера будет пошустрее, чем этот древний фотоаппарат, все-таки 2005 год. Подводя какие-то итоги, хочется отметить, что вообще-то Sony R1 это замечательная камера своего времени. Вот именно своего, потому что если мы говорим с точки зрения современных тенденций, то камера, конечно, не нова. С другой стороны, вы ее можете получить за очень скромный прайс. И вот если уже говорить про именно такую цену, про минимальный бюджет, то действительно сегодня сложно найти что-то лучше, чем эта камера по соотношению матрица-оптика. Потому что с точки зрения матрицы ничего сверхвыдающегося за 5-6 тысяч рублей вы также не получите. Здесь матрица тоже не выдающаяся, но здесь очень хорошая оптика. И подобную оптику повторить в рамках зеркальной системы за тот же прайс, по сути, невозможно. Этим камера, безусловно, выигрывает у Nikon D40, Canon 450D, Pentax K100D, K110D и так далее. В общем, с этой позиции камера хороша. Но с точки зрения современности нужно понимать, что это полностью электронная камера, а тогда еще именно электроника не была развита так хорошо, как сейчас. Соответственно, видоискатель, экран, все это слабые места камеры. Камера достаточно неспешная и подходит больше для именно какой-то медленной съемки, портреты, пейзаж, архитектура, макро, если у вас есть штатив. Из недостатков, которые не связаны со временем этой камеры, безусловно, стоит отметить то, что в объективе нет стабилизатора изображения, на матрице нет стабилизатора изображения, соответственно, никакой стабилизации в камере нету, и это, безусловно, удручает. Но еще всем любителям видео, конечно, стоит сказать, что эта камера не для вас, потому что никакой возможности записи видео здесь нет. В остальном же, это хороший бюджетный фотоаппарат, возможно, даже лучший бюджетный фотоаппарат из всего, что вы можете найти сегодня на рынке. Сегодня, пожалуй, это все. Спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на наш канал, наш Телеграм, на наш Инстаграм. До встречи в новых видео. С вами был Полный кадр. Делайте правильный выбор.